Всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. И сегодня тема нашего видео — это как найти свой стиль. В предыдущем видео я уже затрагивала эту тему, но знаете, мне кажется, эта проблема заслуживает особого внимания. Для начала мне интересно узнать, у одной ли такая проблема? Да нет, по-любому есть художники, которые не могут найти свой стиль, и это ужасно расстраивает. Иногда даже могут опуститься руки, потому что ты и не понимаешь, что ты рисуешь, почему ты это рисуешь так. Прошлая картинка у тебя была не такая. Потому что я думаю, понятно, что ваш аккаунт в Инстаграме или группа ВКонтакте, в принципе, ваш визуал должен быть в едином стиле. А сейчас небольшая предыстория о том, как этот самый стиль менялся у меня. В диджитале я начала рисовать в 2014 году. Просто я увидела какую-то группу ВКонтакте, к сожалению, глубокому я уже не помню, как она называется, скорее всего, даже нет уже. Но я так четко копировала стиль этой художницы на тот момент, я так думала. Я думала, боже, какая крутая. Все равно, для первого раза, я считаю, нормально, неплохо было. Самое главное, я вкладывала неимоверный смысл в мои рисунки. Представляете, каким открытием было, когда я научилась пользоваться масками? И первый совет, который я могу дать, это развивайте свою насмотренность. Найдите тех художников, чьи работы вам нравятся. И это зазорно, конечно, не было, но я считаю, в целях обучения копировать стиль можно. Даже в точь-в-точь вы все равно не скопируете, вы будете приносить что-то свое с каждым разом. Поэтому в целях обучения вполне возможно. Единственное, если вы прям точь-в-точь скопировали, не стоит это куда-то выставлять, либо указывать автора, чтобы это авторское право вас не хавало, потому что сейчас очень-очень жестко с этим. Дальше потихонечку меня начало конкретно разносить в плане стилей. Я пробовала все, что вижу. И когда я рисовала каждую работу, я думала, все, я нашла свой стиль. Вот в этом я буду рисовать всю жизнь. Это мое. Но это буквально проходило сразу на следующий день. Боже, напишите кто-нибудь, если у вас так же. Через какое-то время я наткнулась на канал Гикси, и все. Я начала рисовать, думаю, как она. И, наверное, кстати, это единственный стиль, который продержался дольше всего у меня. Начинающие художники как можно скорее хотят найти свой стиль, и, казалось бы, вот все, они его нашли. Но у тебя так резко появляется другой любимый художник, и ты думаешь, боже, нет, я буду рисовать вот так. И просто тебе моментально отпадает желание рисовать, как ты рисовал прежде. Но манера и, в принципе, какие-то фишки, которые ты использовал при рисовании, они у тебя остаются. Поэтому, когда ты видишь, как рисует другой художник, пытаешься повторить что-то похожее, ты уже вносишь что-то свое. По крайней мере, на моем опыте, на моих знаниях, стиль можно развивать только подобным образом. Потому что все уже за тебя придумано, все, что ты не придумаешь, скорее всего, уже есть, но та уникальность, которой обладаешь ты, ее не может быть ни у кого. Поэтому в любом случае у тебя будет свой собственный стиль. Просто иногда, как, например, у меня, каждый рисунок может отличаться, и вообще не скажешь, что это рисунок одного художника. Но все же, мне кажется, манера у меня одна. Я что-то беру, совмещаю, и получается вот так вот. А что поделать, если я хочу рисовать сегодня вот так вот, а потом вот так? Ведь непонятно, правда, плюс это или минус. А вот уже ближе к 2018 году у меня произошел такой некий жмых, который просто перевернул мои рисунки. Я начала рисовать, так сказать, в неком минимализме. Я думала, да так проще. Я нарисую больше. И вообще мне нравится вот так вот рисовать. Но вот этот стиль меня прожил, не знаю, недели 2-3. Потому что я не особо люблю рисовать такие выглаженные иллюстрации. Но я думаю, вы поняли. Меня больше тянет к такой живописной манере, где ты можешь накладывать такими большими
кусками все, и потом уже так вот легонечко все аккуратно приводить в норму. Поэтому в этом стиле я больше не рисовала. А вот потом, в классе 10, я не знаю, со мной случилась какая-то, видимо, жесткая депрессуха, что я вообще отошла от рисования персонажей, девочек миленьких таких. Что-то конкретно ударило, видимо. Ну и продлилось-то это тоже недолго, но зато в моей голове это было так, что все, я буду рисовать только такое. Я буду такой мрачный и загадочный. Путем таких проб и ошибок могу еще выделить такой один советик. Это какую цветовую палитру вы используете чаще. Например, это могут быть яркие какие-то насыщенные цвета, или же наоборот тусклые такие, но не менее прекрасные, блеклые цвета. Какое настроение вы хотите донести? И если бы вот этого периода в 2-3 недели в 10 классе у меня бы не было, мне кажется, у меня бы сейчас было прям максимально все такое чересчур улизанное, такое все милое и прямо мяу, что я не знаю. Да, короче, нет. Я не говорю, что это плохо, но просто конкретно для меня вот тот период стал таким весьма познавательным для меня. Потому что тогда я еще и пересмотрелась работ Бориса Гроха, которые такие были... Ну вот исходя из этого и прослеживается именно то, что твой стиль зачастую, пока он у тебя еще не сформирован, зависит от тех художников, которые тебе нравятся в данный момент. Поэтому еще один совет — это ищите какую-то уникальность, какую-то вещь, которая будет присутствовать у вас на каждом арте. Я вот все еще в процессе, в поиске этого, но пока еще в процессе. Это могут быть какие-то определенные пропорции тела, лица, могут быть какие-то определенные цвета, или, к примеру, детализация волос какая-то в таком стиле, вот, на который посмотришь и скажешь, вот, это работа этого художника. В общем, надо к этому стремиться, чтобы ваши работы были узнаваемы по вашему стилю. К 2021 году у меня уже все более-менее устаканилось. Я рисовала арты более-менее в одном стиле, яркие, красочные, сочные. В принципе, так и прошел 2021 год у меня, пока я не вспомнила те свои мрачные, крутые работы. Тут я просто все совместила, и даже если рисунки мои не мрачные, то как минимум цветовая палитра изменилась. Еще могу посоветовать анализировать вам ваши рисунки в какой-то промежуток времени. И тогда вы уже увидите, что вы больше рисуете это, например, вам больше нравится вот это. И тогда вы увидите, что у вас в рисунке могут повторяться некоторые элементы, что, собственно, и будет отличать вас от других художников. Но уже к концу 2022 года у меня более-менее, можно сказать, сформировался стиль, но моментами бывают такие сдвиги, которые я сама не понимаю. Вот, к примеру, сравните. 2 рисунка, сделанных примерно в один и тот же период. Вот когда я сходила на «Аватар 2», я подумала, боже, так хочу рисовать в реализме. Ну все, буду рисовать в реализме. Потом начала загоняться, боже, нет, нужно вернуться к истокам. Истоки — это 2 моих любимых художника. Это Сэм и Росс Джоус. И поэтому мне очень плохо, когда у меня каждые 5 минут меняется стиль. Потому что люди не понимают. Нету того имени еще, чтобы люди просто посмотрели и сказали, боже, это та художница. Но из этого следует такой последний такой советик. Для всего нужно время. И даже как в случае со мной, прошло столько много времени, как казалось бы, и я все еще в поиске. Это не говорит о том, что вот вы плохой художник и без стиля вы вообще чмо. Просто нужно не останавливаться и развиваться дальше. Всем спасибо, что вы досмотрели это видео до конца. Надеюсь, вам было интересно посмотреть, как развивался мой стиль. И также вы нашли для себя что-то полезное. Подписывайтесь, ставьте лайки и до скорых встреч.